Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие видеокарты AMD, которые можно купить в 2023 году. На этот раз давайте разберем тему, которая будет актуальна всегда. Какую видеокарту купить в 2023, чтобы через несколько лет она не устарела и не пришлось обновлять. Я подготовил 6 отличных карточек, актуальных к покупке в 2023 году. Некоторые, конечно, и в 2024, и в 2025 даже еще можно будет приобретать, но до этого времени еще дожить нужно, поэтому остановимся на том моменте, в котором живем сейчас. Все модели от одного красного производителя AMD. Вечный спор между ним и Nvidia я разрешать не буду, просто позже рассмотрим и зеленых участников рынка. А пока давайте посмотрим, какие именно видеокарты попали в рейтинг. Перед началом вы можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Шестое место рейтинга занимает RX 550 в исполнении от MSI. Это самый минимум, который можно рассмотреть к покупке, если процессор вашего ПК не имеет встроенного графического ядра и требует подключения видеокарты. RX 550 это буквально одновинтовая заглушка, которая толком не даст какой-то производительности, а просто займет слот в материнской плате, послушно обрисовывая графику в легчайших программах. Производится она уже 6-й год к ряду, поэтому технологии у нее не самые современные. Подключается по староватому PCI Express 3.0. Конкретно наша модель имеет 4 ГБ видеопамяти GDDR 5-го поколения. Ширина шины, которая составляет 128 бит. Память может работать на частоте 6000 МГц. Для сравнения, у топовых новейших моделей этот параметр доходит до 18000 МГц, а то и больше. В качестве процессора внутри стоит Polaris 20 с размером транзистора на 14 нанометров и частотой ядра 1203 МГц. Тоже довольно скудные показатели, но не будем забывать, для каких задач приобретается эта видюха. В совокупе видеокарта не нагревается до температуры солнца, поэтому MSI поставили один винт для охлаждения. А что, нагружать ее современными играми и тяжелыми программами все равно не придется. Кстати, давайте хотя бы пару слов о тестах скажу. В качестве синтетического теста я взял бенчмарк Passmark, построенный на основе 4 отдельных тестов. В нем MSI RX 550 набрала 2692 балла. Это категорически мало для чего-то большего, чем офисная нагрузка. В играх, например, Fortnite получилось выжать 50 FPS на средних Full HD. В GTA 5 30 FPS, но в более современном киберпанке картинка вообще печальна, даже говорить не стану. В общем, эта карточка сугубо для минимальных нагрузок в легких программах. Ни в какие игры заходить не стоит. Ну, пасьянс разве что, но не более. На пятом месте стоит видюха в разы интереснее. ASRock RX 6500 XT, да еще и Phantom Gaming. Интереснее хотя бы тем, что она выпустилась 1,5 года назад, поэтому подключается по более современному PCI Express 4.0. Не пятерка, конечно, но этой новинке еще нужно время для обкатки, поэтому подождем немного. А пока и четверки хватит. Память здесь уже немного поинтереснее, хотя на первый взгляд те же 4 гигабайта, но если копнуть глубже, то увидим 6-е поколение GDDR и частоту 18000 МГц. По сравнению с параметрами прошлой RX 550 действительно впечатляет, нечего сказать. Правда, шину немного подкосило. Тут она на 64 бита, но это не так страшно, тем более, что в совокупе эта карта сильно прибавила мощности. Кстати, в том числе благодаря графическому процессору. Тут внутри стоит реально современный камень с размером транзисторов 6 нанометров, поэтому в 6500 XT количество транзисторов увеличено более чем в 2 раза. Частота на ядро тоже поражает, 2815 МГц. Напомню, у прошлой RX 550 эта характеристика ограничивалась на 1200 МГц. Действительно серьезный прирост. Соответственно, и для охлаждения здесь одного винта будет маловато, поэтому тут уже стоит 2. А если еще учитывать, что карта предназначена для игр, это буквально из названия понятно, то над охлаждением заморочились не на шутку. Так что перегрев и рабочие температуры под контролем. Ну и давайте же посмотрим, на что способна видюха в тестах. Заходим в Passmark, прогоняем и видим, что ей удалось набрать 9500 баллов. По-другому это 250% прироста. Думаю, тут ситуация в играх ясна заранее. В Киберпанке на средних Full HD удалось выжать уже 55 FPS. В PUBG и GTA 5 120 кадров, ну и в том же Fortnite 160. Действительно впечатляет. Но я скажу сразу, это единственный такой серьезный прирост между местами, идущими один за другим. Следующие видеокарты не имеют такой пропасти между своими характеристиками, чтобы быть на несколько сотен процентов производительнее прошлого оппонента. На четвертом месте рейтинга стоит AFOX Radeon RX 6600 XT.
Очевидно, будет не во многом лучше прошлой. Они все-таки и по возрасту не отличаются, и характеристики имеют в чем-то схожие. Но, тем не менее, это какой-никакой прирост, за который стоит заплатить. Так, здесь вы получаете не слишком навороченный процессор Navi 23XL. Он тоже производится по технологии с 7 нанометровыми транзисторами, которых, кстати, опять в 2 раза больше, чем у прошлого места. Но вот частота на ядро здесь уже не так впечатляет. Она поменьше будет. 2359 МГц. Но вот уже видеопамять сюда завезли поболее, 8 гигабайт, да еще и GDDR 6 поколения. Шина поприличнее, не скудная 64 бита, а уверенная 128. Поэтому пропускная способность у этой видеокарты на 100 гигабит в секунду выше. И только на частоте опять сэкономили. Память может работать максимум на 16 тысяч МГц. Не то чтобы это критично. Совсем нет. Это действительно показатель высокого уровня. Просто эта видеокарта не позиционируется как игровая, поэтому какие-то параметры могут проседать. Но все компенсируется другими характеристиками, поэтому ничего страшного не произошло. И только подключение по PCI Express 4 осталось неизменным, хотя, чтобы ее подключить, понадобится уже 8 пинов, а не 4. В остальном для охлаждения установили те же 2 винта. Также предусмотрена удлиненная конструкция с тройными теплотрубками, которые реально эффективно отводят горячий воздух. Поэтому и на этой видюхе не получится пожарить яичницу после затяжной нагрузки. Кстати, что там с нагрузками? В тесте Passmark показал 15,5 тысяч баллов, что как бы ни много ни мало 60% прироста от прошлой RX 6500 XT. Да, и выиграв FPS побольше стало. Взять тот же Киберпанк на средних настройках Full HD 90 FPS, а тяжелющий RDR2 и вовсе 100. Поэтому за более легкие и старые игры даже говорить не стану. Все и так понятно, в этой видеокарте есть за что заплатить. Тройку лучших открывает Gigabyte Radeon RX 6650 XT Gaming. Тоже довольно серьезная видеокарта. Думаю, это сразу прослеживается за ее внешним видом. Все-таки 3 винта еще никого не оставили равнодушным. Но для такой внутрянки, конечно, лучше не экономить на охлаждении. Подключается видюха по-быстрому PCI Express 4.0. А еще и такие эффективные компоненты внутри, которые постоянно требуют холода. Здесь стоит 8 гигабайт видеопамяти последнего поколения, которые работают на частоте 17,5 тысяч МГц. Пропускная способность при этом 280 гигабит в секунду, а ширина памяти 128 бит. И плюс еще производительный графический процессор Navi 23KXT. 6 нанометров, 2694 МГц, частота на ядро в бусте. То есть внутри довольно накаленная обстановка. Халатно относиться к охлаждению нельзя. А если какой-нибудь энтузиаст захочет накрутить себе побольше частоты, получить еще больше FPS, то вообще страшное пекло ожидало бы эту видеокарту. Но здесь, само собой, обо всем подумали. Поэтому тепловые медные трубки вплотную прилегают к процессору, проходя через видеопамять, забирая с собой тепло. А удлиненный радиатор пропускает этот воздушный поток через себя и выводит его наружу. Ну а уже холодный воздух попадает внутрь посредством 3 80-мм винтов. И такой цикл должен работать бесперебойно каждую минуту, чтобы видюха не перегревалась и давала много FPS. Кстати, что же там с производительностью? В Passmark RX 6650 XT набрала 18 тысяч баллов. Это на 20% больше, чем у прошлой RX 6600 XT. Если говорить про тяжелые современные игры при Full HD разрешении, то в сравнении с прошлой RX 6600 XT, эта RX 6650 XT выдает в среднем на 15-30 FPS больше. Хотя есть и такие, где разрыв составляет и 50 кадров. При 2К разрешении в Киберпанке едва удалось получить 50 FPS, а вот в Metro Exodus уже присутствует стабильно 60 кадров в секунду. Far Cry 5 и вовсе показал 114 FPS. В общем, это довольно серьезный игровой аппарат, который выдаст хорошую плавность Full HD, но уже в 2К или тем более в 4К ему будет сложно. На втором месте стоит Power Color Radeon RX 6700. Немного ближе к плавности в гейминге на высоком разрешении. Она даже производителем позиционируется как видеокарта для игр в 2К разрешении. Ну а так ли это на самом деле, давайте посмотрим. Из заметных обновок: количество памяти. Тут уже 10 гигабайт видеопамяти GDDR 6 поколения. Ну и работает она на довольно приличной частоте в 16 тысяч МГц. А прибавить к этому повышенную ширину шины в 160 бит, получается довольно заметный прирост по производительности. И это только память. А прибавляем адекватный процессор, литографию
фотография которого позволяет уместить на плате 17 миллионов транзисторов размером 7 нанометров, ну и плюс приличная частота на ядро в 2495 МГц. В общем, в сумме действительно мощный зверь для игр. Охлаждение только, как видите, немного изменено. Здесь уже два винта, но в этом нет ничего страшного. Производитель обо всем подумал, поэтому и эта видеокарта охлаждается ровно по такому же замороченному принципу, что и прошлая. Просто холодного воздуха винты забирают меньше. Главное, что при нагрузке никаких аномально высоких температур замечено не было. Кстати, возможно так получается потому, что RX 6700 не сильно-то и производительнее прошлой RX 6500 XT будет. По смарке прирост составил буквально 8%, совсем не густо. Если говорить об играх, то, например, в пятой батле вся разница заключается в 10-20 FPS. И если говорить о 2К разрешении, в Киберпанке, RDR 2 и Ведьмаке 3 идентичные 50 кадров. Ну, может где-то разница достигает 5-10 FPS, совсем не критично. Какой же смысл тогда от этой видеокарты? Да все просто. Между 6650 XT и 6700 разница в цене 5-7 тысяч рублей. А 6700 таки имеет более навороченные характеристики, которые точно сыграют свою роль в дальнейшем при выпуске более замороченных новинок. Поэтому эта покупка, так сказать, с наибольшим заделом на будущее. Первое место занимает Gigabyte Radeon RX 6700 XT. У нее памяти еще больше, уже 12 гигабайт. Правда, работает все на той же частоте в 16 тысяч МГц. Но прирост 2 гигабайта это уже интересно. Да и шина тоже подросла, уже 192 бита, а не 160. Звучит действительно многообещающе. Процессор только по своим параметрам остается неизменным. Те же 7 нанометров и 2424 МГц. Хотелось бы, чтобы хоть немного над этим поработали, но получилось так, как получилось. Подключение, кстати, тоже остается на месте. PCI Express 4.0 во всей красе, как и у всех прошлых моделей. Само собой, хотелось бы и тут апгрейда, но мало ли что нам так хочется. Спасибо на том, что увеличили пропускную способность до 380 гигабит в секунду. Какой-никакой, да прирост. Ну и охлаждение немного улучшили тем, что добавили еще один винт. Но принцип сохранился. Ну и давайте же посмотрим, за что мы платим в случае с видеокартой RX 6700 XT. Сразу же скажу, платим мы за стабильное 60 FPS 4К разрешение. Конечно, все зависит не только от видеокарты, но и от остальных параметров вашего ПК. Но если у вас будет стоять реально заряженный горячий камень, то эта видеокарта точно не станет узким горлышком. В общем, давайте посмотрим, что там в играх. 4К, высокие настройки графики. Возьмем что-то новое, например, Shadow of Tomb Raider. 60 кадров, четко. Hitman 3, 75 FPS, еще четче. А вот Red Dead Redemption 30, не четко. Пусть этот недостаток реанимирует Ведьмак 3, который набрал 70 кадров. Ну и Horizon Zero Dawn 60 кадров. И это 4К на высоких, не забывайте. Если кому-то надо больше, всегда можно сделать разрешение и графику пониже. Хотя не для этих целей приобретается видеокарта такого уровня. Поэтому смотрите сами, я вам обо всем рассказал. На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.